Всем привет, меня зовут Жанна, я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу вместе с вами связать вот такой узор ажурные столбики. Для образца набираем количество петель кратное 5 плюс 1 петля подъема в следующий ряд. В моем случае будет 26 петель. Теперь вяжем первый ряд. Вот внимательно смотрите. Во вторую петельку мы вяжем один столбик без накида. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же петлю, которую мы вязали столбик без накида, мы вяжем 2 полустолбика с одним накидом. 1. Вот мы не довязали его. И вяжем второй. 2. Вот что у нас получается. И провязываем все оставшиеся петли вот одной петлей. Теперь пропускаем 2 петли, 1, 2, в третью вяжем 1 столбик без накида. Снова вяжем 3 воздушные петли. И снова в ту же петлю, в которую мы вязали столбик без накида, провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Вот смотрите, что у нас получается. Теперь снова пропускаем 2 петли, внизу 2 воздушные петли, 1, 2, в третью вяжем 1 столбик без накида. Провязываем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И снова в эту же петлю, в которую мы вязали столбик без накида, мы провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Вот смотрите, что получается. И аналогично мы провязываем вот эти повторы до конца ряда. То есть мы сейчас пропускаем с вами 2 петли, 1, 2, в третью вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и сюда же провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Столбика с одним накидом. Раз, два, и вот в третью у нас получается в конце, то есть финальный у нас столбик,
1 без накида. Вот что у нас получилось в первом ряду. Вот посмотрите, что у нас должно получиться. Далее поднимаемся во второй ряд. Для этого вяжем 3 воздушные петли для подъема. 2, 3. Переворачиваем работу. И сейчас вот сюда же в основание вот этих 3 воздушных петель провязываем 1 столбик с одним накидом. Просто обычный столбик. Вот, мы провязали. Далее, теперь мы будем провязывать 3 столбика с одним накидом в вот этот вот столбик без накида в нижнем ряду, который мы провязывали, вот в эту вот петельку. То есть делаем накид, вот находим этот столбик, сюда провязываем 3 столбика с одним накидом, обычных, не полустолбики, не пышные, а просто обычных 3 столбика с одним накидом. И таким образом вяжем до конца ряда. То есть вот находим в нижнем ряду вот этот столбик с одним накидом, который мы провязывали, и в его основание вводим крючок. Сейчас. И вот таким образом провязываем вот так 3 столбика с одним накидом в основание одного столбика нижнего ряда. То есть вот что у нас получается с вами. Я думаю, что всем видно и понятно. Вот смотрите. Все, и вот так до конца ряда мы вяжем эти столбики. Вот мы довязали до конца ряда. Теперь в основание вот этих петель подъема, которые мы вязали вот в прошлом ряду, мы с вами провязываем сейчас 2 столбика с одним накидом. Раз, 2. Вот, второй ряд у нас готов. Вот смотрите поближе, что у нас получается. Вот у нас первый ряд, вот у нас второй ряд. То есть как бы вот здесь такие как выступающие ракушечки, я не знаю, на что это похоже. Далее третий ряд мы будем вязать так же, как мы вязали первый ряд. То есть мы будем чередовать первый и второй ряд. Для подъема в третий ряд мы с вами провязываем 1 воздушную петлю и переворачиваем работу. Теперь в основание вот здесь этой же воздушной петли, которую мы сейчас вязали, мы провязываем с вами 1 столбик без накида. Вот так. Теперь провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же петлю мы с вами сейчас провяжем 2 полустолбика с одним накидом. 1 и 2. Вот что у нас получилось. Теперь вот у нас внизу
3 столбика, которые мы вязали, мы вяжем сейчас в основание среднего, вернее, в верхушечку среднего столбика нижнего ряда мы вяжем с вами 1 столбик без накида. Вот, провязали. Теперь снова вяжем 3 воздушные петли. В эту же петлю провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Соединяем их вот таким образом. Теперь находим средний столбик вот следующей группы вот этих 3 столбиков. Вот в его верхушечку провязываем 1 столбик без накида. Вот 1 столбик без накида, 3 воздушные петли. Теперь в основание этой же петли мы провязываем, вернее, в верхушку этого же столбика мы провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Соединяем их вот таким образом. И дальше вяжем по аналогии до конца ряда, то есть в средний столбик, его верхушечку, 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 полустолбика с одним накидом, соединяем их вместе. Дальше снова в средний столбик, в его верхушечку вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 полустолбика с одним накидом, соединяем их. Итак, третий ряд я довязала по аналогии с первым рядом. И сейчас мы будем вязать четвертый ряд точно так же, как второй. То есть получается, мы чередуем первый, второй ряд. То есть первый, второй, первый, второй. И так до самого верха. Сейчас мы свяжем с вами для поднятия ряда 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем работу. Вяжем теперь в основании вот здесь воздушных петель 1 столбик с одним накидом. И далее вяжем, как во втором ряду. Вот здесь находим столбик, который мы вязали без накида. В его верхушечку провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее следующий находим столбик, вот он, в предыдущем ряду, который был у нас без накида. В его верхушку провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И аналогично мы довязываем до конца ряда. Вот что у меня получается.
Вот такой узор на образце. Можно тоже посмотреть. Узор довольно простой, несмотря вот на такое витиеватое плетение, которое получается. Ну, вяжется, как вы сами убедились, очень легко. И здесь просто вы повторяете в высоту первый, второй ряд, первый, второй. То есть их чередуете, и вот получается такой вот рисуночек. Я надеюсь, что все было понятно и доступно. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь также на мой инстаграм, который я в начале в аннотации приводила. Также я оставлю ссылку на мой инстаграм в описании к этому видео. До новых встреч!